Доктор Ольга Сергеевна открыла глаза на полумрак утренней ветеринарной клиники «Надежда», когда первые лучи солнца едва пробились сквозь плотные шторы. Запах антисептика смешивался с легким ароматом кошачьего корма, а в приемной тихо гудел старый кондиционер. Женщина с усталыми глазами и теплой улыбкой, которую она приберегала для самых сложных случаев, заканчивала ночное дежурство. Смена подходила к концу, но утро уже обещало быть тяжелым. Но прежде чем мы продолжим, напишите комментарий, из какого города вы сейчас нас смотрите и сколько у вас время. На стойке регистрации лежала карточка с пометкой «Подброшена кошка без имени». Ольга Сергеевна вздохнула и поправила очки. Она ненавидела такие случаи. За 20 лет работы она видела сотни животных, чьи жизни обрывались из-за равнодушия, бедности или человеческой жестокости. Но что-то в этой карточке заставило ее сердце сжаться. Кошка была беременна, очень беременна. Ее принесли вчера вечером двое людей средних лет с холодными лицами и торопливыми движениями. Они бросили переноску на пол и сказали: «Усыпите, мы не хотим котят». Ольга пыталась задавать вопросы, предлагать варианты, но те уже ушли, не оглядываясь, оставив лишь эхо хлопнувшей двери. В клетке в углу смотровой лежала кошка. Ее шерсть, некогда блестящая, была свалявшейся, а зеленые глаза смотрели с такой глубокой тоской, что Ольге стало не по себе. Она подошла ближе, опустилась на колени и тихо позвала: «Эй, малышка». Кошка дрогнула, медленно подошла к решетке, словно не веря в доброту. Ольга открыла дверцу, и кошка, тяжело переваливаясь из-за округлившегося живота, прижалась к ее руке. Теплый бок, твердый от будущих жизней, коснулся ладони, и рука врача дрогнула. Она не могла совершить этого ни сегодня, ни с этой кошкой. «Ты ведь не просто кошка, правда?» – прошептала Ольга с комом в горле. Она знала, что усыпление не выход, но правила клиники были жесткими. Если животное не заберут в течение суток, его ждала неизбежная участь. Ольга посмотрела на часы. 6:30 утра. Времени оставалось мало. Она взяла телефон и позвонила волонтерке Татьяне, с которой работала много лет. «Татьяна, у меня случай, беременная кошка. Ее принесли усыпить, но я не могу. У нас сутки, чтобы найти место. Поможешь?» Стараясь говорить спокойно, начала Ольга. На другом конце провода послышался вздох, но не раздраженный, полон решимости. «Присылай фото и описание, Ольга, я уже звоню девочкам», — ответила Татьяна. И в груди доктор почувствовала теплую волну надежды. Ольга сфотографировала кошку и записала в карточке имя — Аврора, в честь пророчицы, видевшей будущее, которой никто не верил. Это имя подходило, в глазах кошки была мудрость и доверие, будто она знала, что ее судьба висит на волоске, но все еще верила в спасение. К полудню клиника оживилась. Пока Ольга принимала других пациентов, таксу с хромотой, кота с инфекцией уха, Татьяна и ее команда волонтеров, не покладая рук, обзванивали приюты, писали в чаты и искали временных хозяев. Но ответы были почти одинаковыми. Мест нет. Беременная. Это слишком сложно. Котята не пыштята, не справимся. К 3 часам дня надежды мало оставалось. Ольга краем глаза смотрела на Аврору, которая лежала в клетке и с какой-то удивительной грацией облизывала лапы, несмотря на свое положение. «Ты ведь не сдашься, правда?» — шептала она, поглаживая кошку через решетку. В 5 вечера Татьяна ворвалась в клинику. Волосы растрепаны, в руках блокнот с адресами. «Нашла», — выдохнула она. «Временный приют. Семья на окраине города готова принять ее на пару недель. Только до родов. Потом разберемся». Ольга почувствовала, как слезы наворачиваются, но сдержалась. Она знала, что это только начало. Авроре предстояло родить,
а котятам выжить. И все это зависело от людей, которые, как и она, не могли пройти мимо чужой беды. Переноску с Авророй погрузили в машину Татьяны. Кошка сидела спокойно, словно понимая, что ее везут к новой жизни. Ольга смотрела, как машина отъезжает, и думала о жестокости мира. Кто-то бросает живое существо, а кто-то готов бороться за него до последнего. Но в этой несправедливости была тонкая нить надежды. Аврора получила шанс, и Ольга знала, что не отпустит эту историю, пока не убедится, что кошка и ее котята в безопасности. Машина Татьяны остановилась у небольшого дома на окраине, окруженного старыми яблонями и покосившимся забором. Вечерний свет золотил крышу, из окна доносился запах свежесваренного супа. Семья Ивановых, пожилая пара Марина и Сергей, согласилась приютить Аврору на время родов. Их дом был скромным, но теплым. На полках стояли фотографии дочери, уехавшей в другой город. Марина с мягкими морщинами вокруг глаз встретила Татьяну у порога, вытирая руки о фартук. «Где она, наша гостья?» – спросила она с усталой, но доброй улыбкой. Аврору внесли в переноске. Кошка выглядела настороженно, но когда Марина осторожно открыла дверцу, не бросилась прятаться. Вместо этого она медленно вышла, обнюхала воздух и посмотрела на хозяйку своими глубокими зелеными глазами, будто оценивая, можно ли здесь доверять. «Какая умница!» – прошептала Марина и опустилась на колени. «Не бойся, милая, у нас тебе будет хорошо». Татьяна, стоявшая рядом, почувствовала облегчение. Это был не приют и не клетка, а настоящий дом, пусть временный, но теплый. Аврора, словно понимая роль гостья, вела себя безупречно. Она выбрала угол гостиной, где Марина постелила старое одеяло, и устроилась там, аккуратно поджав лапы. Ее живот тяжело вздымался с каждым вдохом, и Татьяна заметила, как кошка иногда замирала, прислушиваясь к жизни внутри себя. «Она скоро родит», — сказала Татьяна. «Может, через день-два. Если что, звоните Ольге Сергеевне в клинику. Она на связи». Марина кивнула, но в ее глазах мелькнула тревога. «Мы справимся», — твердо сказала она. «Не в первый раз помогаем тем, кто в беде». Роды начались ночью, под аккомпанемент дождя, стучавшего по крыше. Марина не спала, сидя рядом с Авророй на полу. Кошка тяжело дышала, но не издавала звуков, только смотрела на хозяйку с доверием, будто вспоминая свое котенковое время. Первый котенок, крохотная девочка с черной шерстью и белым пятнышком на мордочке, появился к 3 утра. За ней родилась еще одна девочка, рыжая, с недовольным выражением, как будто мир уже успел ее разочаровать. Последним появился мальчик, серый с пушистым хвостиком, который тут же свернулся клубочком у матери. Аврора, изможденная, но спокойная, принялась вылизывать котят. Марина, не сдерживая слез, шептала: «Молодец, девочка, ты сделала это». Утром Татьяна приехала проверить мать с детьми и застала Марину за кормлением. Аврора лежала на одеяле, 3 малышей, еще слепых, прижимались к ней. «Они такие крохотные, — сказала Марина дрожащим от усталости и радости голосом. Татьяна кивнула, ощущая тепло в груди, но радость была недолгой. Вскоре случилось то, чего они опасались. Сергей вышел из кухни с чашкой чая, тихо покашлял и сказал, что через неделю им надо уехать. Командировка, дочь просила помочь с переездом в другой город. «Мы не сможем оставить их здесь одних», — добавил он. Срок, который дали Авроре, истекал, а нового места для нее и котят не было. Татьяна, сжимая телефон в руке, знала, что найти приют за неделю – почти невыполнимая задача. Она звонила всем подряд, но большинство волонтеров были перегружены, приюты переполнены, а котята, хоть и очаровательные, требовали особого ухода. В отчаянии она позвонила Ольге. Та выслушала и тихо сказала: «Привози их ко мне домой. У меня недавно закончился карантин, но я выделю им отдельную комнату, мы не дадим им пропасть».
Ольга говорила спокойно, но в ее голосе звучала стальная решимость, которая появлялась в самые критические моменты. Переезд прошел быстро. Ольга жила в небольшой квартире на 5-м этаже, где уже жили ее 2 кота, спасенные годы назад. Она подготовила для Авроры и котят маленькую комнату, где раньше хранились книги и вещи, миски с водой и кормом, лоток, мягкая лежанка. Аврора, словно понимая, что снова меняется ее жизнь, вошла в комнату с достоинством, неся в зубах одного из котят. Ольга аккуратно перенесла остальных, чувствуя, как их крохотные сердца бьются под пальцами. «Вы дома?» – прошептала она. «Пока дома», – услышала в ответ теплую тяжесть дыхания матери. Следующие недели были испытанием. Котята росли, глазки открылись, они начали исследовать комнату, неуклюже тыкаясь в стены и пища, когда не могли найти мать. Аврора следила за ними с материнской строгостью, но без суеты, будто знала, что ее задача не только кормить, но и учить выживать. Ольга, приходя с работы, проводила часы с малышами, проверяла вес и здоровье, приучала к лотку. По вечерам она рассылала сообщения в волонтерские чаты, умоляя найти для котят дом. «Они особенные», – писала она. «Они выжили, когда их никто не хотел. Дайте им шанс». Однажды вечером, когда котята спали, свернувшись у Авроры, Ольга заметила, как кошка смотрит на нее. В этом взгляде не было страха или отчаяния, только благодарность. Она опустилась на пол и провела рукой по мягкой шерсти Авроры. «Ты ведь знаешь, что я не сдамся, правда?» – сказала она. Кошка будто в ответ тихо замурлыкала и прижалась к ее ладони. В этот момент Ольга поняла, что Аврора и ее котята стали частью ее жизни, но их будущее зависело от того, сможет ли она найти им настоящие дома, не временные, а те, где их будут любить. Квартира Ольги превратилась в маленький оазис для Авроры и малышей. Комната, отведенная для них, пахла молоком и свежим сеном, которым Ольга постлала лежанку. К 6 неделям котята стали активно изучать мир. Черная девочка с белым пятнышком на мордочке получила имя Ночка за свои любопытные глаза. Рыжая с вечно недовольным выражением – Рыжуля. Она первая научилась шипеть, защищая свою миску. Серый мальчик, самый спокойный, стал серым и предпочитал спать у боков матери. Ольга, приходя с работы, садилась на пол и наблюдала, как малыши учатся ходить, спотыкаясь и пища, когда падали. Аврора следила за ними с материнской гордостью, но ее глаза, такие же зеленые и глубокие, часто искали взгляд Ольги, словно напоминая: «Я знаю, это не навсегда». И Ольга, гладя ее, чувствовала, как сердце сжимается от этой правды. Пристраивание котят было сложным. Мысль о расставании с ними давила. Татьяна взяла на себя основную работу по поиску семей, размещала объявления в соцсетях, звонила знакомым, раздавала листовки на рынке. «Они особенные», — говорила она каждому. Первый успех пришел через месяц. Ночка привлекла внимание пожилой женщины Любови Павловны. Она пришла в квартиру Ольги, опираясь на трость, с глазами полными сдержанной тоски. «Мой кот умер полгода назад», — сказала Любовь Павловна, глядя на Ночку, которая сразу забралась ей на колени. «Я думала, больше не смогу, но эта малышка будто знает, что мне нужно». Ольга увидела, как Ночка мурлычет, прижавшись к новой хозяйке, и поняла — это судьба. Прощание было горьким. Когда Любовь унесла Ночку в переноске, Ольга плакала, обнимая Аврору. «Одна улетела», – прошептала она. «Теперь твоя очередь, девочка». Через неделю Серого забрала молодая пара с 5-летней дочкой Дашей. Ольга долго беседовала с ними, проверяя, готовы ли они к ответственности. «Мы будем любить его», – пообещала мать Ирина, показывая фотографии уютной квартиры. Даша назвала котенка Серым принцем, и Серый, словно соглашаясь, ткнулся носом в ладошку девочки.
Ольга провожала их с болью и радостью. Осталась Рыжуля, котенок с характером. Ее недовольное выражение и привычка шипеть на незнакомцев отпугивали многих. «Она просто защищается», — объясняла Ольга каждому желающему. «Если дать ей время, она станет самой преданной». Но люди качали головами, даже слишком сложное. Почему Рыжуля, такая живая и сильная, не может найти дом? Почему Аврора, выдержавшая столько, все еще ждет? К этому времени Аврору стерилизовали. Ольга ассистировала на операции, держала кошку за лапу, пока та засыпала под наркозом. После процедуры Аврора быстро восстановилась и стала еще ласковее, словно благодарила за каждый день. Ольга думала о несправедливости. Кошка, пережившая предательство, все еще ждала шанса. Но надежда не угасала. Если Ночка и Серый нашли дома, значит и для Рыжули с Авророй найдется место. Однажды вечером Татьяна позвонила с новостью. Есть женщина, которая хочет встретиться с Авророй. Она ищет взрослую кошку. «Завтра придет», — сказала Татьяна. Ольга затаила дыхание. Шанс, но и страх. Вдруг женщина не подойдет. Аврора, будто почувствовав волнение, подошла и ткнулась лбом в колено Ольги. «Мы найдем тебе дом, девочка», — прошептала она. На следующий день в квартиру пришла Наталья Ивановна. Женщина с седыми волосами в аккуратном пучке и глазами, в которых читалась целая жизнь. Она села на диван, и, к ее удивлению, Аврора сразу запрыгнула ей на колени и свернулась клубком. «Я потеряла мужа 2 года назад», — тихо сказала Наталья Ивановна, гладя кошку. «Дом пустой, дети разъехались, я хочу, чтобы кто-то ждал меня по вечерам». Ольга почувствовала, как слезы подступают к глазам. Это был тот момент, ради которого она боролась. Но Рыжуля, сидевшая в углу, смотрела на происходящее с привычным недоверием, и Ольга знала, для нее борьба еще не окончена. Наталья Ивановна положила в сумку кошачьи игрушки и лакомства. «Я все подготовила, Юбан», — улыбнулась она. «У меня уже есть лежанка и миски». Услышав имя Аврора, кошка подняла голову и медленно подошла, ткнувшись лбом в ладонь новой хозяйки. Ольга не могла сдержать слез. Это был идеальный дом. Теплый, тихий, полный любви, которой так не хватало Авроре в прежней жизни. Но Рыжуля оставалась проблемой. Ольга честно рассказала о ее характере. Шипит на незнакомцев, прячется под диваном, но с терпением становится преданной. Наталья Ивановна задумалась, затем тихо сказала: «Я думала взять одну кошку. Дом большой, но пустой. Может, я смогу справиться с 2. Мать и дочь вместе – это ведь правильно». Ольга затаила дыхание от надежды. «Вы серьезно?» – выдохнула она. Наталья кивнула. «Пусть они будут семьей. Я хочу, чтобы они были счастливы». Ольга знала, что Рыжуле потребуется терпение, поэтому предложила Наталье приходить несколько дней, чтобы кошка привыкла к ней. Та согласилась. Следующие дни превратились в тихий ритуал. Каждое утро Наталья приходила с сумкой лакомств и игрушек, садилась на пол и читала вслух стихи. Ее голос мягко звучал в комнате, и Рыжуля, сначала настороженная, постепенно подходила ближе. Сначала наблюдала издалека, затем забиралась на диван, а к концу недели уже ела из руки и позволяла себя погладить. Аврора, лежавшая рядом, мурлыкала, будто одобряя выбор. День переезда стал для Ольги самым тяжелым. Она помогла упаковать вещи Авроры и Рыжули. Любимое одеяло, игрушку-мышку, немного корма. Когда Наталья уводила их в переносках, Аврора посмотрела на Ольгу своими зелеными глазами. В этом взгляде было все: благодарность за спасение, прощание с временным домом и обещание быть счастливой. Рыжуля сидела с прежним недовольным видом, но ее уши уже не прижимались к голове. Она доверяла. Ольга закрыла дверь и опустилась на пол, плача от облегчения и боли.
Она спасла всех – Аврору, Ночку, Серого и Рыжулю. Но пустота в комнате была оглушительной, как эхо той ночи, когда она впервые не позволила усыпить кошку. Через месяц Татьяна принесла хорошие новости. Она навестила Наталью Ивановну и привезла фотографии, которые заставили Ольгу улыбнуться сквозь слезы. Аврора спала на подоконнике в лучах солнца, ее шерсть блестела, а глаза были спокойны, как никогда. Рыжуля, уже не такая грозная, играла с веревочной игрушкой, а на заднем плане виднелась подвесная корзинка, вся покрытая рыжими шерстинками. «Они счастливы, Ольга», — сказала Татьяна, обнимая подругу. «Ты дала им шанс». Ольга возвращалась на работу иначе. Каждый пациент в ее руках уже не был просто случаем, а историей, за которую стоило бороться. Она стала проводить вечера с волонтерами, организовывать сборы для приютов, учить молодых ветеринаров видеть в каждом животном жизнь, а не только диагноз. Однажды, сидя за чашкой чая с Татьяной, она получила сообщение от Натальи Ивановны. Фото Авроры и Рыжули, спящих вместе на мягком пледе, и подпись: «Спасибо, что подарили мне семью». Ольга заплакала на этот раз от радости. Она вспомнила момент, когда ее рука дрогнула и не позволила усыпить кошку, которая подарила миру 3 новых жизни. Этот поступок стал ее компасом и напоминанием: даже в самые темные дни есть место для света, если кто-то готов за него бороться. Ольга продолжала работать, спасая других животных, но Аврора и ее котята навсегда заняли особое место в ее сердце. Она хранила их фотографии в ящике стола рядом с запиской от Натальи Ивановны. Иногда, в особенно тяжелые дни, она доставала эти снимки и смотрела на них, вспоминая, как одна кошка научила ее верить в чудеса. А где-то в уютном доме Натальи Ивановны Аврора и Рыжуля мурлыкали, встречая хозяйку у порога, доказывая, что любовь и забота могут исцелить даже самые глубокие раны. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории.